Всем привет, с вами МШ. Буквально минут 5 назад я попрощался с вами в предыдущем видео. И теперь мои ноги несут меня в сторону Припятского речного грузового порта и действующего железнодорожного моста через реку Припять, по которой ходят электрички, которые возят сотрудников ЧС к станции Семиходы. Попробуем шатнуть мост, попробуем посмотреть грузовые краны. Есть свои опасности, связанные с тем, что там недалеко проходят автомобильные дороги, по которым ездят патрули. Поэтому получится, не получится, как всегда, видео покажет. Ну и время заодно тоже. На этот раз мы обойдемся без рекламы. Вместо рекламной вставки будет мое обращение к вам. Ну, я считаю, что это несколько важнее, чем та выгода, которую я мог бы получить, вставив сюда рекламный ролик. Итак, в прошлом видео мы с вами спускались в подвал медсанчасти, где я вам показывал ее подвал и то, как там неплохо все фонило. Как генератор, как кто-то там выразился, генератор шкалосталков, я обязан просто записать это обращение, потому как после просмотра моих видео многие собираются куда-то идти, лезть и так далее. В том числе додумаются залезть и в подвал. Итак, я ходил в подвал вот с этим вот дозиметром. Хороший дозиметр, но по советским меркам. Широкий диапазон, но его косяк в том, что он не точен. Точность его довольно низкая. По моему приезду из Украины мне прислали в разное время вот два таких дозиметра-радиометра. Это современные дозиметры. Более точные микропроцессорные. Может быть, у них диапазон поуже, но тем не менее в тех местах, где я хожу, они мне покажут все, что нужно. В том числе они измеряют бета-излучение. Так вот, ребята, как вы отреагируете на то, если узнаете, что там, в том подвале, доходит не до 80 миллирентген, а до 1000 миллирентген, до 1 рентгена в час? Жестко, да? Так вот, там в районе рентгена в час. Бета-излучение там просто зашкаливает. Грязь, принесенная на сапогах, на одежде работников станции, пожарных, она из самого реактора. То есть там куски графита, куски уранового топлива. Соответственно, там вся таблица Менделеева собрана. Эта таблица Менделеева висит на стенах, потолках, витает в воздухе незримой пылью. Причем пылью размерами от атомов до вот, ну именно вот пылинок. Соответственно, оно оседает на коже, оно оседает на глазах, оно, несмотря на мои все респираторы, там, пакеты, оно впитывается в тело. И как оно аукнется мне дальше, никто не знает. Может быть, никак не откликнется, у меня организм довольно сильный. А может быть, если мне особенно суждено было заболеть раком по жизни, я же не знаю, какие у меня гены. Ну, вот заболел бы я раком-то в 50 лет, а из-за этого, походу, заболею в 45 лет. Может быть, такой будет, как называется, эффект от моего посещения подвала. К сожалению, это никто точно не скажет. Я сходил, проверился на собственное внутреннее излучение. Но тот прибор, который проверяет, он показывает только распад в мышцах. У меня в среднем, как бы средний распад, то есть как бы не выше, не ниже, то есть я обычный человек, как и все. Соответственно, вроде как повод успокоиться, но то, что творится у меня в костях, как бы никто не скажет. Поэтому, ребята, знаете, отговаривать вас идти туда, конечно, смысла нету. Да? Родители тоже говорят детям: не пей, не бухай, но все пробуют и все проходят через это. Поэтому кто захотел пойти, тот обязательно дойдет. Мой вам совет: хотя бы оденьтесь полностью, да, то есть как бы полный костюм, чтобы у вас там было, я не знаю, противогаз, там, но чтобы полностью все было закрыто, чтобы в глазки к вам ничего не летело, если уж на то дело пошло. Потому как это все опасно. Радиация, она штука такая. Если вы лезете наверх куда-то, лезете вниз, у вас есть очевидная опасность свалиться, что вас раздавит, там, я не знаю, что-нибудь оторвется, но это очевидные опасности, которые можно предугадать. И предупредить их. Радиация, к сожалению, такая штука, которую вы не заметите, она потом может аукнуться. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратней, пользуйтесь защитными средствами, в общем, предохраняйтесь. Что-то я смотрю, я сейчас спалился. Это не вино, это орк красный, дерево. И немножечко позитива, то я вас, наверное, загрузил. Многие меня просили сходить в одно место под названием Перевал Дятлова. Так вот, звезды очень удачно сошлись, и меня пригласили в поход, который по времени точь-в-точь совпадает с моим небольшим отпуском на работе. Поэтому, если срастется материальная составляющая, потому что вы понимаете, это стоит как бы весомых денег, если мы найдем спонсоров. Если у меня получится найти какое-то снаряжение, так как я хочу, чтобы для моего бюджета это вышло в ноль, мне главнее дом построить, то во второй половине марта мы с ребятами идем в поход на перевал Дятлова. 2 недели.
У меня будет несколько съемок на этот канал, будет много съемок на лайв-канал, будет вообще много съемок, то есть ребята все будут снимать подготовку к походу, сам поход и так далее. Поэтому будет интересно, оставайтесь на канале, ну и смотрите это видео. Поехали дальше. Радиоактивная опасность. И полетели, над захоронением, над могильничком. Ну и вот такое вот песчаное плато. Птаров. Это, видимо, центральный. Не знаю, как расшифровывается, потом посмотрю. Мы идем по песчаной косе, которая отделяет реку Припять от отводного канала. И, в общем, вот вдали виднеется тот самый грузовой порт, который мы хотим посетить. А сейчас мы встретили такой довольно-таки ухоженный, видимо, шибер. Наверное, здесь располагается канал, который должен соединить одно с другим. Но на данный момент он закрыт, потому что нефиг спускать радиоактивную водичку. Точнее, вода-то нормальная, а вот ил, который там на дне лежит, он очень даже радиоактивен. Я спустился вниз, вижу вот этот канал. Давайте немножко с вами устроим. Вот и все, шибер закрыт, и дальше туда не сунешься. Я измерил уровень фонового излучения 20 микрорентген, так что здесь все очень даже хорошо. А в воде выйти не дают. Скорее всего, вот этот вот след, это настолько разливается вода во время весеннего паводка, а тот канал, который мы сейчас с вами смотрели, может быть сбросовый на случай, ну если уж совсем пипец-пипец, чтобы вода не перетекла через край вот этой намытой плотины и не спустилась вообще вся целиком. Вот, поэтому, скорее всего, через тот канал сбрасывают излишки воды. Такие вот дела. Такая вот припятская весна, такой вот подъем воды. Мы потихонечку приближаемся к домику, который приметили, и не знаем вообще, он нам грозит чем-нибудь или не грозит. Вешки. Мы сейчас обходим этот домик, потому что увидели несколько единиц техники строительной, поэтому идем тут переходами. Вот светит несколько миллирентген периодически. Проходим мимо огромного крана грузового. Ну, в принципе, до порта нам осталось лишь копейки. Припятский речной грузовой порт. Так и не введенный в эксплуатацию объект инфраструктуры города. Возводился для обеспечения строительства третьей очереди ЧС и продолжения дальнейшего строительства Припяти. После аварии непродолжительное время использовался в операции по ликвидации ее последствий. Сюда прибывали речным ходом грузы для строительства саркофага. Речная инфраструктура порта состоит из пирса, 3 портальных перегрузочных кранов и полузатонувшего плавучего крана, с помощью которого строили сам порт. К порту также подходил железнодорожный подъездной путь, который ныне разобран. Настоящий птичий базар на этом грузовом порту. Звуки оттуда просто сумасшедшие. Если бы такое где-нибудь раздалось бы ночью, по пути в часовую я бы, наверное, сходил бы по-большому быстренько от страха. Фонит тут периодически от 200 до 600 микрорентген, где мы идем. А тем временем мы подбираемся все ближе и ближе к вот этим замечательным портальным кранам. Жесть, просто птиц вообще неимоверное количество. Птичья жесть. Их тут много. Мы у подножия замечательных портальных кранов. Конечно, размеры их впечатляют. Ну, понятно, что, конечно, бывает и больше. Это всего-навсего речной грузовой порт, но, тем не менее, внушает. Перемещение самих кранов осуществлялось по рельсам. Вот на одной из них я стою как раз. Ну, а вот так вот выглядит тележка этого крана. В общем, весьма серьезно. 4 колеса. Видно зубчатое колесо привода этого крана. Здесь, видимо, находился где-то электродвигатель, ну и через редуктор вращающий момент передавался уже на колесо. Интересные такие тяги,
которые, видимо, обеспечивают жесткость соединения, чтобы ноги не разъехались в разные стороны. Выглядит, конечно, очень внушающе. То есть, ну, я вот так вот навскидку, конечно, камера не передает, но вот в 2,5, наверное, моей ладони шириной. Давайте, господа, мы сейчас с вами сползаем наверх немножечко этого портального крана. Пока вы смотрите, как я карабкаюсь, расскажу вам подробнее о том, на что именно я карабкаюсь. Итак, я лезу на так называемый кран портального типа. Модель конкретно этого крана КПП 10/12,5, что расшифровывается как кран портальный перегрузочный. Цифры означают грузоподъемность. 10 тонн при работе грейфером, 12,5 тонн при работе крюком. Высота крана при поднятой стреле 30 метров. Ширина пути, по которому катается кран, 10,5 метров. Питается от кабельной линии напряжением 380 вольт. Ладно, лезем дальше. Мы с вами находимся внутри этого крана. Здесь, видимо, находились электрощиты. Блин, конечно, ходить немножко складновато всего этого. Но здесь, конечно, состояние все равно получше будет. Но тем не менее. Куда-то туда спуск. Может быть, здесь какой-нибудь трос проходил. Утверждать не буду. С обратной стороны виднеется... это сами ноги просто уходят, понятно, не полые. С обратной стороны виднеется конденсационная установка. Может быть, здесь находились конденсаторы в большом количестве, которые к 80 фиг управляли. Но это не суть важно, не будем углубляться. Ладно, давайте-ка наружу. Как я понимаю, башня крана вращалась, то есть вот это была неподвижная часть, а это была подвижная часть, и она, видите, вращалась на огромном количестве вот таких вот колесиков. Жесть, офигеть. А мы поднимаемся уже в его кабину этого крана. Это, видимо, машзал этого крана. Просто жесть. Как всегда, очень радует масштабы всего этого действа. Видны окошки, через которые пропускались тросы, собственно говоря, сами тросы, барабаны, на которые тросы наматывались. И электродвигателей, как всегда, нету, еще бы они остались. И вот редукторы, которые изменяли передаточные отношения. Сдвоенный редуктор. Раз, два. А это, видимо, тормоз. То есть, сейчас, секунду. То есть, видимо, вот это тормозные колодки как раз этого тормоза. Ну и там, соответствующе, повторяется это все дело. Ну, тормоз такой пружинный. Здесь, видимо, пневмопривод был, я уж не знаю. Давайте пройдем в кран, в кабину машиниста крана. Посмотрим, как оно, что тут было. Ну вот, пульт управления, кабина управления краном. Здесь сидел, здесь было рабочее место машиниста крана, и он все это дело обслуживал. Груз больше номинального, включение главного контактора, пуск вентилятора, кнопочки еще даже немножко, джойстик уже все, она не работает. В общем, весело здесь было кататься, наверное, на этом кране.
на такой высоте работать и оперировать большими грузами. А вдалеке виднеется стройка и 4-й энергоблок. Ну и видок сверху, конечно, очень радует. Правда, блин, я бы, конечно, может, и залез на него, но я буду очень палиться. В общем, мы забрались на портальный кран, на его верх. Фух, как бы под нами высота метров, наверное, 30, и поэтому немножечко так страхово. Но конструкции более-менее, в принципе, еще надежные. Вдалеке плавают те самые утки большой толпой, которых мы согнали отсюда. Вот этот ролик еще немножечко ездит. Что мы видим отсюда? Мы видим стандартные виды. Стройка Арти. И вдали РЛС-дуга. Удастся нам попасть на нее или не удастся, покажет время, потому что недавно, как я уже сказал, прошел случай, когда вывесили флаг Советского Союза на ней. Не знаю, что они там пытались доказать, но, в общем, теперь там все на измене. Вот так вот. Ну вот, такой вот он я. На этом кране, на этом портальном кране грузового речного порта города Припять. В принципе, кроме вот этих нескольких кранов, 3 и 4-го почти затонувшего, здесь больше ничего нету. Я думаю, что можно потихоньку слезать и отправляться в сторону железнодорожного моста. Да, ребята? Я думаю, да. Пройдет еще немного времени, и тот, отколовшийся от берега бетонный пирс, окончательно наклонится, кран перевесит и уйдет под воду. Пока что он еще борется за жизнь. Простая физика, но можно по-разному ее воспринимать. Пока у него это получается. Закат обещает быть просто замечательным. Мы идем к железнодорожному мосту. Пересекаем действующие дороги, поэтому, конечно, нужно быть очень аккуратным. Никогда не знаешь, кто из того домика выйдет или выскочит. Идем, фон, блин, нормально так зашкаливает, 1,5-2 миллирентгена, поэтому перемещаемся быстро, чтобы как можно меньше дозы схватить по пути к мосту. Ось побежал. Ах, сахатый, ах, красавец. Ах, красавец. Шуганули, вообще отлично. Вот это офигеть. Да. Сахатова шуганули. Вообще. А я слышу треск в кустах, такое что-то большое. Лишь бы подумал, лишь бы не кабан на нас ломанул. Это лосяра через речку. Ну, скупнули немножко. Лосяра, ничего страшного, чище будет. Вот, мы сваливаем на дорогу. А тут жопа. Идем вот по такой дороге. Спасибо стабилизатору. Немножко успокаивает движение, потому что мы чешем довольно быстро. Скоро закат, надо успеть. Если повезет, мы попробуем провернуть одну акцию. Ну, пока я говорить не буду, какую. Заинтригую.
Да. Не, погоди, он сейчас тебя загонит, аккуратно. Кабан ломится. Их много. Валим, блин. Много кабанов. Сейчас они от нас уходят. Так, где ближайшее дерево, чтобы свалить? Нету. Вон. Во. Пошел. Один. Еще один. Так, 2 прошли. Еще с той стороны фрюка не раздается. Тут что даже живности многовато, блин. Жаль, нет ружья. Там еще с той стороны еще было. Пошлите, может, они вылетят. Подходят. Аглоеды. Блин, самое хреновое, что здесь нету ни одного дерева, чтобы сныкаться. Если сейчас нас выскочит, нас, блядь, как тузиков тут порвут, блин. Да, Гош? Кинуть меня твой дозин. Ну, слушай, да, спасибо. Дозиметр у меня тяжелый. Так, кабан сзади. Все, ладно, они обошли нас сзади. Оп, там еще промелькнул один. На повороте дороги. Они, кстати, на вечер активизируются. Угу. Такие, знаешь, мощные. Вообще, да, жирненькие. Я тоже дорогу пойду. Еще один долбанул. Черный. Такой, да, черный, жирный. Я просто, ребят, не могу постоянно идти снимать, потому что у меня аккумуляторы высаживаются. Будь здоров. Все-таки тут не подойдешь к чопам, не попросишь у них камеру зарядить. Поэтому берегу. Но, тем не менее, вы поняли, да? Мы видели минимум 4 кабана сейчас вживую. 2 из них на камеру попали. Вот. Так что ребятки перебежали на ту сторону дороги и тусят там. Ну, а мы пока идем туда. Как раз где один из них перебегал. Ну а тем временем мы постепенно приближаемся к железной дороге. Вот вдали виднеется контактная подвеска. Однопуточка. Идем к ней. А за однопуточкой виднеется градирня 3-й очереди строительства Чернобыльской атомной электростанции. Не совсем стандартный вид ЧАЭС. Мы подошли к ней с обратной стороны, со стороны железки, которая идет из Славутича. Ё***ь! Их там целое стадо. За нами кабан ломанул просто. Если что, сейчас быстро на нас. Блин, бегать от кабанов — это круто. И безопасно. Я понял. Надо быстро тогда сейчас наверх. Оперативно. Железнодорожный мост через реку Припять. Состоит из 6 пролетов общей длиной 700 метров. Мост был построен в рамках строительства ЖД-ветки между городами Овруч и Чернигов. Изыскание и непосредственно строительство началось в 1927 году. На пути железной дороги встали 2 крупные реки – Днепр и Припять. Поэтому вначале были построены участки железных дорог без мостов, а как появилась возможность подвозить грузы на ЖД-ходу, сразу приступили к строительству переправ. Пролетные конструкции были изготовлены в городе Днепропетровск и доставлены к месту строительства водным путем. Стройка продолжалась 2 года. В 1929 году ветку ввели в эксплуатацию. Во время Великой Отечественной войны построенные мосты были разрушены отступающими частями Красной Армии. Немцы не стали восстанавливать их и гоняли свои составы через Киев. Железнодорожное сообщение на этом участке было восстановлено только в конце 50-х годов. Авария на ЧАЭС открыла новую главу жизни этой ветки. Транзитное движение было закрыто уже 29 апреля, и на ветку легла задача по эвакуации прилегающих к Припяти сел, подвозу техники, стройматериалов и людей КС. Самые загрязненные участки железной дороги заменялись. Мост также отмывали, пытаясь его дезактивировать. Основной проблемой было то, что западный след радиоактивного загрязнения почти точно лег на ЖД-полотно и прилегающие к нему территории. Поэтому участок со стороны Овруча между станциями Вильча и Янов впоследствии был заброшен. Для подвоза людей в 1987 году была построена станция Семиходы. 4 пути и 2 платформы, закрытые павильонами. Станция оборудована санпропускником. В
1988 году ветка до станции Янов была электрифицирована на переменном токе. В 2005 году отремонтировали и покрасили мост через реку Припять. По состоянию на 2014 год по участку Славутич-Семиходы курсирует 5 пар электропоездов. Перегон Семиходы Янов не используется электрическим подвижным составом, и контактная сеть там демонтирована. Мы поднялись на железку, на насыпь. Ну, вроде как никого. Можно... Ой, какой мост длиннющий, мама мия. Да, железнодорожные виды и виды Чернобыльской атомной. Это что-то с чем-то. Входной на Семиходы горит красным. Я что-то не понял, там бетонный заводик, что ли, в цвета флага покрасили украинского. Да, выглядит это, конечно, необычно. Лежат бетонные плиты производства 2006 года. Интересно, что хотели ими сделать? Укрепить насыпь, мост отреконструировать или еще что-то? Не знаю. Просто потрясающе. Просто мега-тоннель. Металлический тоннель. Я обожаю, конечно, мосты. Изящные инженерные конструкции, которые к тому же вот так вот выглядят в перспективе просто потрясающе. Не знаю. У меня просто техногенный оргазм, скажем так, случается. Пикник под обочиной. Даже не на обочине, под обочиной. Мы все-таки слезли с моста пониже, чтобы спокойненько перекусить. А вообще мы хотим поймать отходящий электропоезд. Единственное, что уже темнеет довольно сильно. Поезд пойдет через полчаса. Ну, может быть, GoPro сможет впечатлить. Я спрячусь где-нибудь в конструкцию моста и сниму проходящий электропоезд мимо меня, который пойдет на Славутич. А пока что у нас сухарики, мед и вода. Сухарики, мед, вода. Все, что нужно уставшему организму, чтобы немножко восполнить силы. Пока доставал, соображал, где упустил, волк побежал. Ну ничего, нормально, тут зверя вообще очень много. Сидим, ждем электропоезда, который будет еще через полчаса. Жаль, его не получится снять при нормальном дневном освещении. Ну, как есть. Зато мы сегодня отсняли медсанчасть, которую уже посмотрели наверняка в прошлом видео. Кто не посмотрел, go смотреть. Вот. Поползали по грузовому речному порту. Ну и вот затусили немножко на мостике. Ладно, ждем. Загрызаемся комарами и ждем. Опа, где свет? Где свет? Поздний закат, солнце уже ушло далеко, а впереди едет электричка. Едет как раз к нам. Сейчас будем ее снимать сбоку. Ух, как-то даже не по себе немножко. Но сейчас она пойдет по этому красавцу мосту, который уходит там вдаль. А я буду ее сбоку снимать. Главное, чтобы меня тут особо народ никто не пропалил. Особенно в задней кабине. Надо будет оперативно перейти за вот эту вот опору. Ее сейчас в темноте не видно, чтобы не спалиться. Так, ладно, вроде удобно устроился. Поехали, господа. Кстати, мост уже освещен в перспективу. Выглядит это на самом деле очень круто. Просто красиво. Подсвеченный тоннель. Просто красота.
Сколько вагонов, кстати, было в электричке? Слушай, 8, по-моему. 8. Так что вот такая вот красота. О, сзади как раз у меня там строительство ведется. Вот такая вот красота железнодорожная проехала мимо нас. Ну, а нам теперь 5 километров чесать до хаты в Припяти среди кабанов, волков, лосей и прочей живности, блин. И фиг из них поймешь вообще, кто хуже, блин, ЧОП или это живность. Ну, вроде пока что живность от нас бегает, поэтому пусть будет так. Все, гоу. Идем обратно, подошли к тому домику, который мы увидели в начале еще днем, который начали обходить, блин, и в итоге зря пробегали по лесам, светящим под 1,5 миллирентгена, а с другой стороны, правда, Вася сняли. В общем, домик – это автоматизированный гидрометеорологический пост, сооружен построен в июле 2002 года, Чернобыль, эксплуатация. Так, хорошо, что у нас здесь написано? При поддержке ООН это все будет дело сделано. Комплексная система радиационного мониторинга и раннего предупреждения КСРМ-ИРП АПК ВОС-3. 2011 год. 2011, извиняюсь, 2011 года, а здесь 2002 год. Периодически, сейчас покажу. Периодически в зоне мы видели вот такие вот штуки. Это, видимо, как раз те самые датчики радиационного заражения. То есть они отслеживают перемещение, видимо, этих самых радиоактивных нуклидов, мало ли там ветра какие, или осадки, или еще что-то. Вот такие вот дела. Датчик, антенка. Ну, видимо, откуда-то подходит питание. Здесь не видно. Мы в Припяти, в своей квартирке. Переехали только в другую комнату. Сегодня здесь немножко помыли полы. Гоша накачивает воду, фильтрует. Я сейчас получу еще некоторое количество экшена, потому что поеду за водой. Один на велосипедике сгоняю, 2 баклажки наполню. У меня открыт мобильный пункт подзаряда, как я люблю выражаться. Ну, в общем, как-то так все это дело заряжается после трудового боевского дня. Сейчас поеду на радость волкам, наполнять воду. Они там где-то воют, по плато бегают. Ну, как говорится, воем вместе с ними. Похоронный марш мне. Немножко черного юморка. Ладно, на самом деле мы сегодня сделали большую работу. Отсняли медсанчасть, предыдущее видео. Отсняли грузовой речной порт, отсняли мост. К сожалению, электричку попускали уже в темноте. Хотелось немножечко... Это гудит преобразователь на 220 вольт вентилятор преобразователя. Секунду. Так, отключил его, чтобы не мешал вам. Поэтому, конечно, сегодня мотались в хлам. Сейчас вот сгоняю за водой, мы перекусим и заваливаемся спать. На сегодня я с вами прощаюсь. С вами был Амшам, компания, которая там... Кто-нибудь там из компании, скажите: о, привет. Вот так вот, подписываемся, лайкаем на канал, за канал, заговариваюсь. Всем пока-пока. До новых встреч, до новых видео. Лайк, репост с вас.